Ребята, всем привет! Это новый выпуск шоу «Сыграй, если сможешь», где мы официально и по обоюдному согласию мучаем профессиональных и известных музыкантов. И сегодня у нас в гостях дирижер телепроекта «Синяя птица», главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета и баянист и скрипач Юрий Медяник. Всем привет! Против тебя сегодня играет доцент Российской академии музыки имени Гнесиных. Я, кстати, звал студентов, они не смогли прийти. Двое вот есть у тебя. Я все узнал. Откуда ты все знаешь? Я все знаю. Победитель 20-го международного конкурса Гитарной ассоциации Америки, художественный руководитель международного конкурса фестиваля имени Фраучи Дмитрий Илларионов. Всем привет! Мы вообще знакомы, на самом деле, давно. Хоть мы на «ты» буквально пару недель. Вот. Но с Юрой мы уже пытаемся больше года где-то в какое-нибудь видео снять какое-нибудь вместе. А вот ты помнишь, как мы познакомились, Дим? Да во Франции, наверное. Во Франции. Да. Рассказываю историю. Короче, мы были во Франции, и там было, естественно, много французов, студентов, там было много, музыкальный такой лагерь. И Дима ко мне подходит, говорит: слушай, Саш, тут, короче, футбол они играют. Давай, может, Россия, Франция, может, мы их выиграем, короче, завтра сыграем. Я говорю: да, давай, сейчас соберу всех. Помнишь, с каким счетом мы выиграли? Нет. Мы проиграли 11-0. Просто нас там, против нас было 8 пацанов-французов, которые каждый день играют в футбол. За нас был я, который в футбол вообще не играет, педагоги и девочки. Вот эта команда у нас была. В общем, правила вы знаете, или давайте вкратце расскажу. На столе две карточки – композитор и ремарка. Участник вытягивает композитора и играет фрагмент из любого произведения. Но как именно нужно сыграть, указано в ремарке. Если игрок справился, то получает 2 балла. Если нет, бьет штраф и получает 1 балл. Давай первым будет Дима, он все-таки доцент. Пожалуйста, да, начнем с педагогов. Значит, сразу доцент, видишь? Давай. Как будто знаешь прямо откуда доставать. О, Диенс. Ролан Диенс. Дианс, поехали, что там играть? Что там для гитары есть? Ну, он гитарный композитор. Не, а скажи сначала что? Небесное танго. А ремарку тоже могу... С любого места вообще. Можете вообще перемешать карточки. Я забыл это сделать. Нам же потом скажут, что мы Конечно. тут все подмешали. Верхнюю бери обязательно. Пицца. Пицца. Заказать пиццу с ананасами. Додо пицца. Все очень просто. Есть телефон какой-нибудь? Так, 8 800. Играть. Помнишь, что нужно играть? Не конечно, просто типа пиццулю мы заказываем сейчас. Вас приветствует сеть пиццерий «Папа Джонс». Для того, чтобы сделать заказ, выберите, пожалуйста, ближайший к вам ресторан. Слушай, не очень Варварская, громко. нажмите 1. Академика Сахарова, нажмите 2. В целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Все, тихо. Только тихо. Вас приветствует сеть пиццерий «Папа Джонс». Для того, чтобы... Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я хотел бы заказать пиццу на Борисоглебский переулок, дом 12, пиццу с ананасами. Какой период? Еще раз. Борисоглебский переулок, дом 12. Еще раз, какой период? Какой Борисоглебский переулок. период? Борисоглебский. Какой район? Это район, ну это центр, недалеко от Поварской, баррикадная. А вы из Нижнего Новгорода? Это Москва. Позвоните, пожалуйста, по московскому номеру. Вы звоните в Нижний Новгород. Спасибо. Из Нижнего Новгорода. А какие проблемы тут ехать-то? Не может привезти? Я это так работаю. Тихонов Вавилов. Любого. Опа.
А это оба композиторы, да? Вероятно. Окей. А подожди, а что ты будешь играть-то? Ну давай Тихонова, тогда Давайте. какую-нибудь там карелофинскую польку, например. Давайте. Например. Так, зеркало. Перевернуть Это вообще инструмент. Это очень просто. Просто, соответственно, где бас играем правой рукой, да. Я вообще не втыкаю, где это. Там, смотри, там есть помеченные. Это до, ми. Мне говорили об этом, да? Хорошо. Сейчас, секунду. Можно ошибаться, главное, задорно. Сейчас. Свадьбы, корпоративы, дни рождения. Ну супер. Брависсимо это. Не, вполне узнается. Тоже 2 балла, я считаю, можно дать. Если вы ищете гитару, то вам сюда. Гитарный клуб — это специализированный гитарный магазин, где есть только гитары и ничего кроме гитар. Есть гитары для игры медиатором, классические испанские гитары, гитары фолк для фингерстайл музыкантов, есть тревел-гитары, которым даже дождь не страшен, есть даже 12-струнные гитары, есть детские гитары в самый раз подходящие для музыкальной школы и, конечно же, укулеле. Приходите в гитарный клуб, здесь вы точно найдете лучшую гитару для себя, а по промокоду Stradivali до конца лета на все инструменты будет действовать небольшая, но приятная скидка. Ссылка на сайт в описании к видео. Пьяццола. Пьяццола, О, пожалуйста. легкотня какая-то пошла. Наш отечественный. Я буду играть, ну, во что еще? Либертанго, конечно. Естественно, мы же обожаем это произведение все. Рок-звезда! Играй так, как я играл бы соло в Олимпийском. Тряси головой так, как рок-звезда на стадионе. Я решил обязательно включить эту ремарку, раз уж у всех длинные волосы у нас сегодня. Драйва, головой. Чтоб струны рвались, можно? Головой больше можно. Такая фонограммочка легенькая. Ну, браво, супер. В конце концерта обычно ломают об колено. Рахманинов Торрега. Торрега, да, знаменитый композитор для баяна. Он брат писал Рахманинова, столько. да. Ну, вокалист, что можно еще? Ну, согласен. Не второй я не успел прочитать. Да. Рассказать стихотворение. Не обязательно все. Если есть какое-то, если что, у нас есть книжка Пастернака с собой, Давай конечно. Пастернака почитаем. Кидай. Давай, я подержу. Какое? А вот «Ночь». Ночь. Идет без проволочек, и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, смена меха, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла, блуждают сбившиеся в кучу небесные, скажем так, тела. Скажем так. Ну, сильно очень. Да. Спасибо. Очень сильно. За такое даже 3 балла, да? Да нет, конечно. 2 балла. Одного из двух. Любого. Ну, Бах. Я буду играть Чекуну. Так.
композитор Инстаграма. Снять видео и выложить в ленту Инстаграма. Всем привет! Сегодня ко мне пришло невероятное вдохновение. И я сочинил небольшое произведение для баяна, гитары, соло. Хотел бы, чтобы вы оценили его только честно. Спасибо. Ну, кто знает Чикону Баха? Ну, серьезно. Так, а если у меня нет Инстаграма? Ну, он же есть. Мы подписаны. Друзья, всем привет! Мне пришло вдохновение. Я хотел бы с вами поделиться. Я написал новую пьесу для гитары, не для баяна. Давай заново, я Заново, просто да? шарю в этом. Всем привет, друзья! Я хотел бы с вами поделиться своим новым сочинением. Для меня это очень ответственно и важно. Я надеюсь, вам понравится. Это вот новая пьеса для гитары. Ну как вам? Ну, это сильно, это сильно. Что, выкладываем? Конечно. Ну, У тебя же нет Инстаграма. У меня же нет Инстаграма. серьезно нет? Был же Инстаграм. Что ты Давай на Как ты же Facebook. уже в нем, Саша? У меня же нет Инстаграма. Ну, чтобы полностью лица не было видно, чтобы если не предъявили потом за авторские права. Не, нормально, нормально. Это первая публикация Димы в Инстаграме. Сочинил. Давай сегодня сочинил. Это все-таки мимолетное буквально вдохновение. Сегодня сочинил произведение. Ты Страдивари. пишешь хэштег «Я на передаче», меня держат в заложниках, я не виноват. Страдиваль, уже 40% Давай я загрузки. лайкну сразу, Дим. Напиши «Звучит по-новому». Звучит по-новому. Ну, в принципе, ладно, пока Проверка. грузится, мы можем продолжить. Все. Видео на канале. Да, я лайкну и напишу мнение сразу. Звучит свежо. Свежо. Но я уже боюсь. Скарлатти Альбенис. Любого можно. Ну, сонату, наверное, какую-нибудь сонату. Какую, например? Ну, там, ре минор, например. Ре минор. мы Их, так и правда, знали. тоже очень много ре минор, но ре минор. Зима близко, сыграть в зимних перчатках. Я тебе больше скажу. Мы сегодня шли по Октябрьскому полю, и там стоял аккордеонист, на улице играл, и он играл в перчатках. Я думаю, так это легко. Поэтому у нас варежки. Пожалуйста, варежки. Это так, для антуража. Все-таки зима близко. Штрих не получается. Юра, ровней! Учить пришел сюда. Здесь должен был... Реально как ученик пришел в шапке. Я могу быстрее, я могу быстрее Юр, ты попробовать. учить сюда пришел или чего? Я вторую часть могу попытаться. Вторую часть, пожалуйста. Блин, а получается все равно первая. Я ускоряюсь. Не могут не играть просто. Где поддержка зала? Молодец. Нам писали в комментариях, что, ребят, что у вас постоянно? Ничья, какая-то ничья. Давайте снимем шапку, мне подскажут. Сегодня у нас ничьи никакой не будет. Поэтому финальный раунд. Все очень просто. У вас есть ровно 1 минута. У вас наверняка же есть какое-нибудь произведение, которое вы оба знаете. Наверняка вы играли на общих концертах или что-нибудь такое. Вы будете играть вместе одно произведение, без всяких там мандаринок, перчаток. Но при этом вы будете играть в города. А лучше давайте не в города, а в слова, только музыкальные. Ну, то есть, допустим, ты говоришь «Аллегро», ты на последнюю букву «Орфей», ты на краткую проиграл, получается. Ну, на «Е». Вот, говорим музыкальные слова, и кто, на ком останавливается секундомер, тот и... Ой, таймер, тот и проиграл. Апаянда. На О? Астината. Опера. Азбука. Ой, нет. Орфей. Нет. Альбенис. Почему Ольберг? Как Ольбенис? Альбенис. Должна быть на О или на... А у тебя какое слово было? У меня Давай опера продолжаем, была, что-то опера. мутит. Альбенис, да? Спарцанда.
На О. Апаянда. На О. На О. Оратория. Яшвили. На Швили надо. На И. Иващенко. 15 секунд. Играй. Астината. А уже было. Нет. На О. А что ж мне на О все постоянно? Ординарио. Ординарий. Опять на О. 5. Орфей. Ёп. А какое слово начиналось? Оно связано с музыкой, я правильно понимаю? Елка. Елка. Я понял. Мы все на елке же. У нас есть, конечно, призы. Нам говорили, что у вас люди уходят без призов. Пожалуйста. Значит, у нас есть... Подожди. У нас есть толстовка. Какого фигара? Это в целом описывающее, что сегодня происходит. Есть толстовка... А еще у нас есть толстовка какого фигара? Точно такая же. Вот. У тебя уже есть футболка, я знаю. Вот теперь будет и толстовка. Ребята, это было шоу «Сыграй, если сможешь». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. У нас в гостях был Юра Медяник. Тут соло баян Юра Медяник. На гитаре сегодня с нами Дима Илларионов. Немножко джаза, да? И я ведущий Саша Островский, это канал Страдивали. Спасибо, что вы с нами. Такой